Пожалуйста, скажите, если вам надо остановиться, в туалет сходить, попить водичку. Вот смотри, вот это, окей? Да. Здесь рядом. Да, и вы можете мне сказать, я могу вам подать. Я еще смогу сам. Ну, как удобнее. У вас тут семья, да? Да, у меня муж и 3 детей. Мгм. Не скажешь. Я молоденькая, выгляжу даже моложе. Так. Да. Муж американец. Мгм. Муж американец. Нет, он вообще норвежец. Наташа американец. Американец, да. Поляк. Поляк, ну, как бы корни польские. Польский. Мгм. All right. All right. So I'll hold the slate this time that way. But hey, Bonnie, can you just make sure this is in the shot? And then you could just read it off for me. Okay. Yeah. You want it below his face? Yeah, like right there. Yeah. Or even if you're a little bit off to the side. Yeah, there we go, because that way we have his face. There we and go. then, Natasha, if you want to grab his coffee, maybe, just so that it's not in the shot. Mhm. All right. Okay, I'll just read it off once she grabs the coffee. No problem. Should I grab it? Yeah, go ahead. It's here. They don't start and stop the camera. Okay. It's just cut later. Yeah. Oh, perfect. Okay. Сегодня 9 ноября 2023 года. Меня зовут Веста Свенсон. Я провожу интервью с пережившим Холокост Михаилом Залмановичем от имени фонда Шоа Университета Южной Каролины. Мы находимся в Арлингтон, Вирджиния, и язык нашего интервью русский. Right. 32 года, а не 23 года. Hmm? You said 1923, if he's 32. Oh, no, today's date. Oh, Yeah. sorry. No. You're good. It's okay. Хорошо. Хорошо. Вы готов? Готов. Хорошо. Представьте себя, пожалуйста. У меня голос не очень хороший, потому что у меня был строк. Несколько. Поэтому изменился голос. Я Залманович Михаил. 15 июля 1932 года рождения. Родился в городе Житомир. И родители переехали в город Гомель, когда мне было 1 год. Извините, Михаил, у вас при рождении было другое имя? Было. Как вас звали? Первое имя было у меня Мейер. Как Голда Мейер. И вы сказали год вашего рождения. Какой, скажите, пожалуйста, год, месяц, число вашего рождения? 1932. 15 июля. Хорошо. И вы где родились? Родился в Украине, город Житомир. И вы сказали, что вы переехали, да? Да, семья переехала в город Гомель, когда мне было 1 год. И сколько вам лет сейчас? Мне сейчас полных 91 год. Надеюсь, доживу до 92. И как звали вашего отца? Еврейское имя было Залманович Файвуш Перцевич. Но по известным обстоятельствам он был Фадей Петрович.
Я его видел последний раз. Это было 1930, да, нет, 42 год. Его призывали из Чкаловской области. Он приехал, он отправил нашу семью на запад, на восток. И нас поселили в Чкаловской области, сейчас не знаю, какая она называется, село Покровка. Это был 1941 год, осень. 3 июля был захвачен город Гомель. И мы в спешном порядке посадили на эшелон. И мы там оказались, в Сибири. Нам сказали, что мы уезжаем только на 1 месяц. Ничего не брать с собой. Через месяц мы вернемся. Мы вернулись в 1944 году. Еще были бомбардировки города Гомеля. А мой отец погиб в 1943 году. И вы говорите, он погиб в 43-м году. Вы знаете его год рождения? Нет. И чем он занимался до войны? До войны он был, как я помню, работал в системе железнодорожного транспорта. Был начальник контейнерной площадки, как тогда называлось. И он последним эшелоном уехал из города Гомеля и приехал шорт-визит к нам в Сибирь. Ну и мне было 10 лет, 42 год, когда его призвали. Я отлично помню, как базарная площадь села Покровка стоит сильный очень мороз. А на площади сплошной, как сказать по-русски, рев женщин. Все мужчины пьяные. Но мой отец не был пьяный, как я помню. Но все были пьяные, потому что уходили на войну. Потом их погрузили на сани, и все поехали. И позже я его не видел. Потом было, как называли в России, похоронка. И мы узнали, что он пропал без вести. Ну, таких, как он, пропавших без вести. Потом я из ТВ узнал, что было 7 миллионов. 7 миллионов. Ну и все, с тех пор мы уже были одни. Это было без одежды, без еды, без всего. Население относилось нехорошо. Я помню из моего детства, когда там сделать было нечего, так я пошел в кино, был аппарат, крутили. Такая стрекотала. Ну, пленка была круг. Я пошел в кино, и меня обступили местные пацаны и сказали мне: скажи «Р», букву «Р». А я ему картавил. Я сказал, они меня обступили. Зимой мороз, сильный мороз.
Они меня уступили, сказали, скажи букву «Р». Я сказал букву «Р». Они мне прокричали: ах, ты еврей. Повалили в снег, начали бить. Я как-то вырвался и побежал они за мной. Потом я увидел, значит, женщина, изба такая, и женщина стояла там, что-то делала снаружи. Я к ней подбежал, она ни слова не говоря меня провела в комнату. Они меня ждали снаружи. Это банда. И так как был сильный мороз, так они убежали. Так что я сейчас это все вспоминаю. Прошло 81 год. Я это все помню, как сейчас. А Но вы- это были потомки уральских казаков, которые когда-то рубили шашками рабочих, которые ходили на забастовку. На евреев тоже. Вот такая, пожалуйста, обстановка. До войны вы помните своих бабушек или дедушек? Дедушка умер в эвакуации, бабушка умерла до войны еще. Вы помните, как их звали? А? Вы помните, как их звали? Нет, не помню. А вы помните, что что-нибудь у вас есть какие-то воспоминания их? Какие они были, чем они занимались, если они были религиозными? Дедушка был очень религиозный. Но это было, мне было 9 лет. Все испарилось. Есть какие-то даже коротенькие воспоминания его А о дедушке? то, что он постоянно молился. И как это выглядело, когда он молился? Ну, это было в домашних условиях. Он надевал, как это называется, ремня. Тефилин? Да, ремнем. Вот это все воспоминания. А вы помните, например, свечи в день шаббат? Что, может быть, дедушка зажигал их или бабушка зажигала свечи? Нет, все испарилось. Это был папин отец или мамин отец? Маме. И вы помните, на каком они языке общались? Они общались на русском языке? На русском. Мгм. Вы не помните, если кто-то использовал идиш? Моя мама все время использовала идиш, она думала, что я ничего не понимаю. Она со своими подругами. Но у меня постепенно складывалось понимание. Я делал вид, что я не понимаю, на самом деле я понимал. И вы когда-нибудь с кем-нибудь сами общались на идиш или просто слушали этот Я язык? только понимал, но не общался. А расскажите мне про маму. Как маму звали? Маму звали Мария. И вы помните ее год рождения? 1902. И чем она занималась? У нее Она была бухгалтер. бухгалтер. И у вас были братья или сестры? Одна сестра Как ее зовут? была. И вы знаете, в котором она году родилась? Она родилась в 1938 до войны. Вы помните общину вашу в Гомеле? Как люди, вокруг которых вы жили, соседов, например, как это все выглядело? Я не понял вопрос. Я просто спрашиваю про вашу общину, как, по-английски мы бы сказали community в Гомеле. Люди вокруг, которые в вашем окружии люди. Ну,
тогда был комсомол, пионере был комсомол. И все общение велось. Так сказать, со всеми не было, еврейского не было ничего. Все было забито. Не то, что там сильно запрещалось, но не практиковалось. Это было воспитание в духе социализма. Верить партии, верить все. И я не помню, что меня водили ни в синагогу, никуда. А вы знаете, если кто-то в семье кушал кошерно, если они кушали кошерное мясо? Нет, это было очень далеко от действительности. А вы помните ваш дом, где вы жили? Но я помню, в городе Гомеле, я до сих пор помню адрес улицы Гомель, улица Христианская, 55. Ну, как мы уехали, я сказал, нам обещали, через месяц вернемся, то прошло 4 года, все сгорело там, мы ничего не нашли там своего, ничего не было. А до войны вы можете описать ваш дом, сколько там было комнат? Вот такие вот детали. Не помню. Не помните? Не страшно. А вы помните, чем вы занимались? Были какие-нибудь клубы или какие-нибудь кружки, в которых вы были? В Гомеле? В Гомеле, да, в детстве. Нет, кружков не было. Вы помните какие-нибудь праздники, еврейские или советские, что-нибудь такое? Довоенное. Довоенное, да. Не было ни полных 9 лет, ничего не осталось. А вы помните друзей? Вы дружили с детьми, которые были в вашем окружении? До войны? До войны, да. Нет, не помню. Вы учились в школе тогда, когда война началась? Да, у меня было, по-моему, 2 класс. 30-40 год, да. Вернее, 41 год это был. По-моему, я закончил 2 класса. А когда переехал в Сибирь, то год я сидел на печке, русская печка, такая огромная печка. Не было валенок ходить в школу. Поэтому я пропустил год. А остальное время ушло из памяти. И вы помните евреев до войны в вашем окружении, например, даже если они никак не делали какие-то еврейские дела, вы помните, вы знали, что кто-то еврей или не еврей? У вас было такое понимание в детстве или не было этого понимания? Когда я был в Сибири? И когда вы были маленьким еще в Гомеле, например, вы знали, что ваши соседи евреи, или что есть какое-то еврейское население, или когда вы были ребенком, вы как-то на всех также смотрели? Не понимал тогда. Не понимал. Но вы знали, что вы еврей, да? Паспорт. А, Хотя паспорта не было до войны, но сознание, что еврей, было очень неприятным. Вы помните какой-то антисемитизм в Гомеле до войны? До войны слишком мало, чтобы помнить антисемитизм. А у вас были какие-нибудь семейные истории о Первой мировой войне? История чего?
с Первой мировой войны. Например, что было с бабушками, дедушками в те времена, если что-нибудь такое в детстве рассказывалось в семье? Ну, я не интересовался, или никто мне не говорил об этом. И вы не знаете теперь, как взрослый человек, если у вас в семье кто-то был раскулачен? Не было чего раскулачивать. Но были во время арестов, например, кого-нибудь арестовали, отсылали в Сибирь в 30-х годах? Нет, потому что я не знаю историю моих родителей. Во-первых, по развитости я не интересовался. Это бы, если бы более взрослым, я бы поинтересовался, а так нет. А вы говорили, что ваша мама использовала идиш, когда она с подругами сплетничала или что. Да. Так это, значит, у нее подруги, наверное, были еврейками, да? Вы знаете, если у ваших родителей были какие-нибудь друзья, которые были не евреями, или они обычно общались только с евреями? Ну, до войны я очень плохое воспоминание. А после войны была только одна мама, так она общалась с подругами ее возраста. И не было социальной жизни после войны. Очень тяжелое время было. Не было условий квартирных, все было на улице, никаких удобств. Поэтому я даже помню, что я спал несколько лет на столе, когда заканчивалось. Вечером нужно было ложиться спать, раздвигалось, стол раздвигался, я ложился буквально на доске. А мама с сестрой, они спали на железной кровати. Вот это я хорошо помню. Так давайте вернемся теперь к войне. Вы помните, когда началась война в 1939 году, когда советская власть пришла в Западную Беларусь, например? Вы помните это? У вас есть какое-то воспоминание, что вы узнали, что Гитлер захватил Польшу, например, что советские власти вошли в Польшу? Вы об этом слышали? Никаких сведений не было ниоткуда. С этого, как говорят, утюга, громкоговорителя не было. Все было скрыто. Все сведения были скрыты. Было только то, что раздавалось из громкоговорителя. У каждого был громкоговоритель. Это было такое радио или как это выглядело? Это был такой черный круглый диск. И картон был. Легкий картон был. Висели на всех столбах. И у каждого в квартире был такой громкоговоритель. И то, что там сообщалось, то сообщалось. Не положено было знать ничего. Вот такие были времена. А вы помните газеты, что были газеты дома у вас? Я тогда еще не читал. А после 1939 года пришло много в Беларусь беженцев из Польши. Вы помните беженцев? Мне было 7 лет, я ничего не помню. А когда началась война 22 июня 1941 года, вы помните, что вы об этом узнали? Или как вы узнали об этом?
Но я узнал, все начали говорить об этом. И я узнал, у меня был друг, он развозил хлеб на повозке такой. Очень хорошо, вкусно пахло. Я с ним подружился и ездил. Потом, когда начали прилетать самолеты немецкие, то мне запретили с ними ездить. Вот это я помню. А вы помните эти самолеты? Ну, когда я вернулся в 1944 году, Гомель, были еще бомбили. Я помню, как мы бежали. Там была река Сож. И был замок Пацкевича. Красивый такой. И там была Сож. И протекала река. И были такие обрывистые берега. И там были вкопаны штольни, такие бомбоубежища. И мы бегали. Мама, я и сестра. Ночью, когда были сирены, мы бегали и прятались туда. Это было примерно около километра. Вот это я хорошо помню. Был напротив, стояла воинская часть, и туда падали бомбы немецкие. А наш дом был через улицу. Я помню это тоже. Вы помните, как выглядели эти самолеты? Или как они звучали? Ну, были немецкие самолеты. Они днем налетали. И так как там была воинская часть, так они бомбили, мы там как раз и жили. На втором этаже. И мы бегали, спускались в убежище, туда бегали. Я хорошо спал тогда, потому что меня нельзя было разбудить. Мне было 12 лет. Мама не могла меня разбудить. Она кричала: вставай, вставай, надо бежать в убежище. Но потом перестали бы летать. Их отогнали дальше туда, на запад. А с 41 года вы говорили, что уже в июле месяце пришли, уже шли фашистские войска. 3 Да. июля, да. Да. Так до этого вы помните, что кто-то эвакуировался, уезжал до вас? До того, как вы уехали? Нет, тогда я был ребенком, я не помню. Вы помнили, что кто-то тревожился или что вы чувствовали какое-то чувство тревоги вокруг вас? Но были разговоры, что надо эвакуироваться. Вот такие были разговоры. Потому что немцы приближались, и надо было решать, остаться, не остаться. Нам нечего было терять, потому что у нас была квартира. Те, кто остались в домах, те потом попали в гетто. Их не стало. А нам повезло, что мы уехали. И что нас не разбомбили по дороге. Потому что эшелоны, немецкие летчики пролетали и сбрасывали бомбы. Поезда останавливались. И все рассыпались и бежали куда. Пока не улетали немецкие летчики. Так расскажите мне про день, когда вы эвакуировались снова. Расскажите мне, как это случилось и все, что вы помните с того дня. Я помню, что погружали товарные вагоны. Пассажирских не было вагонов. Товарные вагоны загружались, там масло, там все это, продукты. И
толпа народу, и все располагались в этих вагонах на полу. То есть не было скамеек, ничего. Сидели. И несколько суток ехали до Урала. И там уже распределяли по деревням. Но был голод. Ой, сильный голод был. И я помню, что моя задача была, мама была на работе бухгалтером, а я должен был чистить картошку, которая была вот такой величины, вместе с камнями, которые никто не хотел уже. Мы выбирали картошку среди камешков. Я должен был приготовить картошку, начистить. Мама приходила, варила, да, я снимал шкурку с этих картошек. Она делала оладьи на рыбьем жиру. Рыбьем жир до сих пор меня вызывает. Ну, если сейчас идешь в Whole Food, и там рыбий жир, то ты проглатываешь, никакого вкуса нет. А если его довоенный рыбий жир, это был ужас. Очень неприятный запах и вкус. Вот так мы и жили с этими оладьями. А вы помните, когда вы эвакуировались, вы говорили, что была бомбежка. Вы помните эту бомбежку? Вы видели, как взрывали какие-то вагоны? Нам повезло, мы проделали путь из Беларуси до Урала. У нас не было бомбежки. А когда уже я вернулся в 44-м, уже немцы еще бомбили Гомель. И вот тогда мы бежали в бомбоубежище. И уже были по трое, провода валялись. Мы в них путались от снарядов. Провода падали. Мы бежали укрыться в этих норах, которые были на берегу. Очень крутой берег. Там были норы. Мы там спасались. Это было уже в самом Гомеле или на пути обратно? Нет, это было 44-й год уже в Гомеле. Еще немцы бомбили Белоруссию. А когда вы эвакуировались, это были вы, ваша мама, ваша сестра И все. и все? Вы говорите, что папа остался в Гомеле, да? Тогда снимали оборудование, станки. И все уходило на Урал туда, за Урал. Там, если ехать, там стоит столб. Позже я работал на железной дороге, там стоит столб. Два указателя. Один Европа, один Азия. Вот. Так там, если поезд поворачивает в сторону Азии, то там целые километры. И сейчас они там целые километры этих заводов, все трубы дымят, целые километры. Потому что все было эвакуировано. Поэтому мой отец занимался эвакуацией предприятий, пока немцы не захватили, нужно было снимать оборудование и погружать на платформы и возить их в Сибирь. И там просто разгружались, например, тайга, и снимают эти станки, и тоже вокруг них на площадке стоят станки. Это был июль месяц. Стоят станки, а вокруг них возводятся стены. Были тогда вот такие вот условия. И он этим занимался, да? Но он так как он был системой железных дорог, то его мобилизовали сразу.
И он должен был погружать станки, ну, руководить отгрузкой машиностроительных станков. Надо было делать патроны, все, снаряды. И все это нужно было отправлять в Сибирь, пока не захвачено немцами. А вы помните момент, когда вы сели на поезд, когда вы прощались с отцом? Ну, тогда было прощание. Я не помню точно. Мне было неполных 9 лет. Поэтому момент прощания в Беларуси я не помню. Помню, только была погрузка в эти товарные вагоны. А уже когда прощание было в Сибири, это я хорошо помню. Мне было что-то 10 лет. Не 10, 9,5. Я помню эту площадь и все это. А вы помните, как долго вы ехали на поезде в Урал? Но это было несколько суток. Потому что воинские эшелоны шли на запад, а мы шли на восток. Всех пропускали воинские эшелоны, мы там ждали. А вы помните, как выглядели эти товарные вагоны? Вы можете их описать? В смысле, где мы сидели? Да, где вы сидели, как они выглядели? Ну, эти вагоны были для скота. Ни перегрузок, ничего, просто сидели на полу все. Пустые вагоны, внутренний полок, ничего, просто на полу сидеть. Это то, что нам предоставили. Все понимали, что нельзя оставаться. Хотя некоторые верили, что немцы были такие, как они пришли в 2014 году, что они были культурные, нация там. Никто не понимал, никого не говорили, что это уже нацисты, что они убивали евреев в Германии. Это никто ничего не знал, не было. Ни соцсетей не было, никто ничего не знал. То, что говорили, то говорили, а говорили, ничего не говорили. А вы знаете, почему ваши бабушки и дедушки остались в Гомеле? Чего они не эвакуировались? Нет, бабушка моя умерла до войны, а дедушка эвакуировался. Но он умер, да, в Да, эвакуации? он там умер. Я не знаю, его с нами не было. А тети, дяди? А? Ваши тети или дяди? Вы знаете, они эвакуировались или нет? Я не помню. Не знаете. Когда вы уже приехали в Урал, куда вы приехали? Чкаловская область. Вы можете это место описать? Но это была деревня. Эти жили там потомки уральских казаков. Деревня. Мы были семьей моего дяди. Там было 2 девочек. И 42-й год был. И в обычных семьях деревенских хатах там центральное место в этой хате занимала огромная печка. И там обычно сверху были настелены какие-то материалы. И там сверху было тепло. А в печке варилась еда. Вот это я хорошо помню. А этот дядя, это был мамин брат или папин брат? Мамин брат. Вы помните, как его зовут, звали? Это Израиль. Он был редактором местной газеты.
он не попал на фронт, потому что когда он был в младшем возрасте, они там играли, перепрыгивали через костер. И он упал в костер. Недостаточно прыгнул далеко. И у него получилось, что одна нога была короче другой. И поэтому он уцелел, его не взяли в армию. И было 2 девочки, да? Да. Они сейчас в Нью-Йорке, обе. Как их зовут? Валя, одна Валентина, а вторая уже не помню. А вы помните их маму? Да, я помню их мать, маму. Хитрая была женщина. Как она была хитрая? Хитрая она. Значит, нам дали на 2 семьи корову. Она доела корову. У их семьи было 2 девочки, а у моего отца семья была тоже из 3 человек. Мама и 2 сестра и я. Так это жена брата, жена дяди, она все сверху, которая сливки, да, она снимала, а нам оставалось только, как говорят в России, юшка. Я помню, как часто моя мама пожаловалась брату, что где же молоко? Он как раз спустился, она доила корову, и он ногой ударил это ведро. Ведро полетело, и молоко, все это вылилось. Поэтому я говорю, что она хитрая была. Она своей сестре посылала то, что нам полагалось, она масло там послала своей сестре. От нас, воровала от нас 2 детей, послала своей сестре. Поэтому хитрая. Понятно. А вы помните, как этот дом выглядел, например, из чего он был сделан, из какого материала? Это был деревянный дом, кирпичный? Это хата? А в России это на Урале? Да. Ну, там на Урале они, я не знаю точно, как они строили, но, по-моему, деревянный был дом из бревен. И какой там был климат, какая температура? Вы помните сезоны? Ночью там был континентальный климат. Ночью, ну, вообще не только ночью, и днем тоже. На Урале, когда ветра нет, дым из печей поднимается строго вверх. Минус 45-50 градусов по Цельсию. Без валенок. Мы же приехали в летней обуви, поэтому я не мог ходить в школу, потому что они все там ходят в валенках. И дыма нет, ветра нет, и дым идет строго вверх. 45 градусов минус Цельсия. Вот такой климат. Это Западная Сибирь. Вся Сибирь делится. Западная, Центральная и Фар-Ист. Дальний Восток. Так вот мы были в Западной Сибири. Это Урал. И вы помните, что вы с собой привезли во время эвакуации? Вы говорите, вы в летней обуви приехали. Вы помните, что еще вы с собой привезли? Ну, если сказано было, через месяц вернетесь, что можно было взять? Нам сказали, ничего не берите. Были как в летней одежде, так туда и попали. Но это был июль месяц.
до моего дня рождения, это был 3 июля, мы начали двигаться туда, на Урал. Был июль месяц, там было тепло еще, потом уже стали, погода изменилась, и настала бы зима, куда денешься, на печку только. А вы помните, как и когда вы добыли, например, валенки, какие-нибудь шубы? Когда это добылось? Это уже был 43-й год. Были уже валенки, какие-то полушубки. Не знаю, откуда они появились, но я уже с ума ходить шел тогда, в 3 класс. Это в 3 класс в 43-м году, да? Ну да, в 3 класс, да. А когда мы приехали в Гомель обратно в 44-м, то там остались дети до войны, они же не ходили в школу. И были переростки. Если я ходил, мне было 12 лет, я ходил там 4 класс. А дети, которые были при немцах, они же пропустили 4 года. Они приходили, сидели вместе с нами. Ну и была такая забава, это были, в классах стояли печки. Тут ложили дрова, чтобы было тепло, да. И эти переростки, они приносили патроны и ложили в печку. И когда начинали взрываться эти патроны, мы все ложились на пол. И директор школы у нас был учитель по математике. Поэтому я математику знаю плохо. Потому что он, когда начинались эти взрываться патроны, он вскакивал и убегал разбираться. Мы уцелели. А когда вы прощались с отцом на платформе в тот раз, который вы помните уже на Уралах, это какая дата была, какой сезон? Вы помните, когда это было? Ну, это был 42-й год. 42-й. Он к нам приехал последний раз Помните, какой месяц? зимой. Зимой. И вы помните, как ваша мама, если она работала, приносила какую-то прибыль? Она была там бухгалтером, работала. На Урале она тоже была. Да, бухгалтер. И она сама устроилась на работу или ей какую-то... Ну, это была деревня. Там бухгалтеры везде нужны. А вы помните каких-нибудь местных там людей, которые были вашими соседями там? Нет, был я слишком молодой возраст. Они с нами не общались, потому что были эвакуированы, они местные, они друг с другом общались. Поэтому общения не было. Они выглядели по-другому или они были похожи на вас? Ну, деревенские люди, они одевались одинаково, там, ватные там. У них было хорошее, у каждого было хозяйство. Они не голодали. Это мы только голодали. А когда вы рассказывали про картошку с камушками, вы знаете, откуда ваша мама брала эту картошку? Привозили картошку, сваливали на землю. И то, что можно было выбрать, крупно выбиралось, остальное никому не нужно было. Так вот, мама приносила эти ведра, я должен был вытаскивать эти маленькие клубочки земли и варить их. А этот рыбный жир, вы помните, откуда мама это добывала? Но это все было с базара.
были базары какие-то дни. И вы помните что-нибудь про вашу сестру во время эвакуации? Она была помладше, чем вы. Вы помните? На Как 6 она? лет младше. Мгм. Мне было 9, ей было 3 года. Кто за ней ухаживал? Она была со мной. А вы дружили с какими-то другими детьми, которые эвакуировались? Ну вот у нас была дружба с моего дяди детьми. Я уже не помню, сколько им было, но мы вместе сидели на печке всю зиму 41-го года. А вы помните, чем вы занимались на этой печке? Не помню. А когда вы уже пошли в школу, вы можете мне рассказать там про школу? У меня нет воспоминаний о школе в эвакуации. Там было 1 или 2 класса. А уже после приезда обратно в Гомель мама работала бухгалтером на пароходстве. Поэтому была еда, потому что рабочим давали, в столовой давали жетоны. А жетоны хранились у мамы в бухгалтерии, так что я мог приходить брать жетоны. И, кстати, мои друзья тоже кормились там по этим жетонам. Я их подкармливал. А вы помните, когда вы на в Урале были, как вы узнали, что можно вернуться обратно? Ну, это взрослые знали. Потом нам сообщили, что мы уезжаем. Вы помните какие-нибудь новости с фронта, которые вы слышали из этого радио? Это уже когда мы вернулись, я следил. Я очень любил, когда салюты бывали в честь победы. Объявлял Левитан, объявлял. Левитан это что? Левитан это был на каком-то съезде партии. Сталин делал доклад, но он прослушал одного молодого человека, который что-то читал доклад какой-то. И он сказал, следующий доклад будет читать, этот человек был Левитан. И он был он все время велел говорить Москва, говорит Москва. И все его слушали, все знали его голос. Он был охраняем, потому что немцы хотели его выследить. Поэтому он был под охраной. У него был очень хороший голос. Его слушали партизаны на оккупированных землях и советские войска. Говорит Москва. Все знали этот голос. И вы помните что-то, что он рассказывал, ну, что он докладывал, какие-то особенные моменты? Он говорил о продвижении. Говорил когда немцы подходили к Москве, они же были на таком расстоянии, что уже немецкие офицеры уже видели контуры Москвы. Где-то уже было несколько десятков километров от Москвы. Но когда узнали, что японцы ни в коем случае не нападут на Советский Союз, оттуда прибыли советские, уральские, сибирские дивизии прибыли. И вот они
Они были воевали штыками. Не было. У немцев были автоматы, у них не было. Так, я помню, командир дивизии вот сказал, что если у них есть автоматическое оружие, то мы будем их наступать на них ночью. А ночью ничего не видно, они отдыхают, спали. И тогда были успехи у советских войск. Отстояли, сибирские дивизии отстояли Москву. А так уже ничего не было. А вы что-нибудь про Ленинград слышали? Да. Помните? Ну, Ленинград был... Немцы решили взять его в осаде, измором взять. И там я был на Пискаревском кладбище в Ленинграде. Там было похоронено 900 тысяч ленинградцев, которые умерли от голода, от холода. Пискаревское кладбище. И немцы не могли. Они хотели Ленинград сравнять с землей. Но им это не удалось, потому что было Ладожское озеро, и там на другой стороне были уже советские войска. И была дорога, называлась «Дорога жизни». Вот переправлялись войска, эти самые продукты по льду, «Дорога жизни». Поэтому немцы не смогли взять Ленинград. А вы помните, в эвакуации там были какие-то мужчины, например, был ваш дядя. Вы помните, что их кого-нибудь призвали в армию потом, или они, те, которые там были, они и остались в эвакуации? Классы. Мужчины, которые были с вами там, кого-нибудь потом призвали в армию, или они остались? В какое время? В Урале. Это, ну, как 42-го года. Нет, это я был ребенком, я не помню. Но те, которые, когда ваш папа вернулся и попрощался с вами, это те мужчины, которых вы помните тогда, они все возвращались к вам, или кто-то был из эвакуации, кто уходил тогда? Дело в том, что мой отец, его призвали месяц, это была деревня, и призвали вместе с остальными мужчинами. Но местные люди, они не контактировали с беженцами, они держались отдельно. Они друг друга в деревнях же знают друг друга. Поэтому мы уехали в 1944 году. Может, кто и вернулся, но местные знали только все это. Мы ничего не знали, мы не контактировали. Дети не контактировали с нами, и взрослые, наши взрослые не контактировали с их взрослыми. Поэтому мы не знали ничего. А в эвакуации в Уралах вы помните каких-нибудь польских беженцев или каких-нибудь других национальностей, кроме, например, Местные. белорусских? Или, вы говорили, что были местные люди, были беженцы, которые с вами эвакуировались, например, как вы, но были какие-нибудь другие беженцы из других стран, например, из Польши, польскоговорящие? Нет, эвакуация была польские, как я позже уже узнал, те, кто бежали из Польши, вот это был Катынский лес, в Катынском лесу, там были расстреляны цвет польской интеллигенции, офицеры, священники, учителя, врачи, те, кто успел сбежать от немцев, они были расстреляны в Катынском лесу этими НКВДшниками. Так что до Урала они не доехали. Их заранее
них позаботилось НКВД. А вы помните ваш возврат обратно в Гомель, как вы ехали обратно на поезде из Урала обратно в Гомель? Ну, я помню, мы ехали через Москву, я помню. Ну, уже ехали в пассажирских вагонах, конечно. 44-й год. И тогда, поскольку вы говорили, что сам Гомель бомбили, все еще бомбили поезда, эти самолеты, или они тогда уже не бомбили поезда? Вагоны? Нет, они... Но они тогда уже были сильно ослаблены, поэтому они только делали налеты на ближайшие белорусские города. И вы помните вид Гомеля, когда вы вернулись? Как все выглядело там? Я ж... Машины не было. 12 лет, даже велосипеда не было, поэтому ничего не помню. Но вы помните, как вы, например, приехали туда на поезде? Как это все выглядело, когда вы приехали? Ну, приехали, все у нас сгорело, квартира сгорела прежде, поэтому где-то мама поселила нас. Я помню эти бомбежки ночные, особенно ночью. Я же не мог передвигаться от своего дома. Я знал только свою улицу, свой дом. Я же не ездил по городу, не смотрел. Поэтому я не знаю. А ваш дом, куда вы поселились, как он выглядел? Ну, обычно где-то было на окраине. Потом переселились в другое место. Там какие-то деньги дали за комнату прежним владельцам, которые там жили. Они приехали. Я помню, было обсуждение. Мой дядя участвовал, потому что там был тоже приехал. И они потребовали деньги. И я помню, взрослые там отдавали деньги, чтобы мы могли где-то под крышей жить. Все это очень смутно было давно. А вы помните, когда вы узнали, что случилось с евреями? Давайте мы на секунду остановимся, чтобы вы могли, попить водичку и расслабиться на секунду, и тогда Да. снова вернемся. Yeah, absolutely. Yeah, I just wanted, did we stop? yeah. I just They're wanted not, to they see if keep we rolling, but it's totally fine for us to Like take a break. bathroom or food break. Absolutely. Хочешь перекусить что-то, папа? А что ты имеешь в виду? Что? Что ты имеешь в виду перекусить? I'm very bad hearing. The camera's off there. She's asking what you mean. The camera is continuing, just FYI. Yeah. It doesn't matter, they edit. The camera is continuing, but they edit all of this out. Oh, okay. It's just we don't stop. Хочешь туалет? Да. Или в bath? I Yeah, go figured. ahead. Okay. Туалет давай. Check if he needs to eat anything. Sorry. Check if he needs to eat anything. Yeah, I think so, because Mhm. he usually has his meals like right at 12. So I brought some food for him. to have. Awesome. Yeah, and Natasha, if you find that he's too tired or if he needs to finish for food's sake, No, Totally it should fine. be You fine. think I it'll just be want him okay? to like have a chance to go to the bathroom and grab something quick to eat. awesome, thank you. Yeah. Yeah, No, see, thank I don't you. I don't keep a watch on, I don't keep a phone on, because I even find that even when I take notes, when I look away from them,
they start disengaging. So that's why Yeah. I usually depend on the people around me to, Yeah, or for and them to I say didn't that they mean need a to, break. No, interrupt it's great. the It's flow great at all. because that's kind of like what I'm relying on because I have no idea what time it is. When I know, like, it's good for him because Mhm. of the diabetes. I think he has to have, like, I brought, like, protein snacks. Yeah, Yeah. yeah, that's great. Whatever he needs. He's doing great though. He's what? He's doing great. Oh, good, yeah. Yeah, he's funny though because he thinks he doesn't remember things, but he does. He does. Yeah. He's got an amazing memory, Mhm. actually. At 10 p.m. last night, I remembered that I was gonna go get salads at Trader Joe's, and I had forgotten. Oh. So I have like turkey slices Yeah. and cheese, and you guys are welcome to some of this too, obviously. Hand sanitizer on you. I think that was the one thing that this morning I looked and I was like, because I have like a big car one, Yeah. but I don't have a purse one. I feel like back, during the height of COVID, we had I know, right? a million of them in every little I nook. have some in my bag. I just see. Hard to see in here. Yeah, I have some. So do you feel, so it's noon right now, do you feel like if he snacks, do you feel like he has another hour or two, or how do you think he? Yeah. I Okay. mean, I have to, Oh, I remember you have your physical therapy too. I can always, reschedule if needed. If you feel like, we're. Because I feel like he probably has a little bit of post-war, but then usually, with the Soviet ones, I like to ask them, like, what was their Oh, Soviet yeah. life like, and what was, Yeah. what were the conditions like, what was their, career, how did they establish that, all of that kind of Yeah. stuff, so. Do you feel like you have, you're getting enough, or you might need like a part 2? I think he's doing okay. I think the only need for a part 2 would be like if he needs to end now, then we could do a part 2. But I think otherwise, Yeah. I think we've probably covered, most of what he can remember from the early part. Oh, good. Yeah, I was actually very surprised that he remembered his dad had, had used Tefillin, or his grandfather, because my dad is like so not religious. Yeah. That it's like hard to imagine that he came from grandparents that were very religious. So it Yes. just shows, like, in the flow of history, how much was lost, right, between like World War II and then the Soviet era, when being religious at all, right, it was the opiate of the masses, so it was illegal, so like everything the grandparents could have passed down was essentially lost. Yeah. But what's interesting about some of them that I found with my gentleman that I interviewed a week ago, 2 weeks ago, was like, he'll say, oh, under the Soviet Union we didn't have any religiosity, and then I say, do you, then he'll remember that, oh, his grandpa was sneaky because his grandmother was the very religious one. Yeah. And so she would insist that they eat kosher, and I said, okay, if you ate kosher, then you must have gotten kosher meat somewhere. And he's, oh yeah, at the market there was a showhead at the market. There So was it's a like what? a showhead, like a kosher butcher. Oh, So it's so funny, like interesting. he doesn't think of it as religious life, right? So if I Yeah. directly ask him if it's religious life, he'll say, well, there wasn't any religious life, I don't remember synagogues, he'll say things like that. But then if you really poke at it, then you realize, wait a second, some people could still keep kosher. And that was the case in some places even after the war, which I remember Yeah. when I Do learned you that, want any? it's shocking. No, I'm okay for now, thank Are you. you I sure? had a huge breakfast in preparation, Okay. so, yeah. Yeah, I don't but, know what they'll eat or not eat, but I love those.
But that's why I find it so fascinating to kind of ask them these little questions, like where did the food come from? Because Yeah. sometimes they don't catch them, you know, they don't know themselves that it's like a manifestation of religious life or Yeah. of something like that. But That's so interesting. mhm. Yeah, like he kind of said that off the cuff, and I was Mhm. like really shocked. Yeah. Yeah. What was I gonna say? Yeah, because if he remembers it, and he was born in 32, Yeah. you know, that's already 12-ish, you know, 12 odd years of you know, depending on like, I guess, establishment of order after the Civil War, but it's like 12-ish years into the Soviet Union, right? Yeah, So there's somebody yeah. still like to fill in. But he was born in 32, which means that if he remembers it, this was probably more like late 30s. Yeah. So yeah, that is quite like fascinating that was still, you know, I'm using ongoing. my teeth and it's not working. Oh no. I need like a sharp knife to open this. Well, they made this very child-proof. Oh, look at that. See, I can't see in here. Mhm. Really dark. Is there any way to turn on a light? Can we flip on the Yeah, I light was for gonna now? say it's right there. Hey. Привет, папуля, припусти что-то, хорошо? Возьми яичко. Возьми this, I think. I was trying to open the turkey, but I failed. You don't have a sharp knife of any kind or an X-Acto knife or anything? I just want to give him some protein because of the diabetes. Do we try to open it? Yeah. Or there. Oh, there we go. Thank you. Perfect. So you guys want any? Oh, no, thank you. Хочешь штуку? Возьми. He's used to having his lunch like right on the dot. Yeah, sure, no. And then to buy like an actual salad, but. We get lunch after. You want to sit? Papa. You want to sit? Papa. Like an all protein. Nice. Возьми, перекуси. Oh, I'm good. I'm just. Ничего? Yeah. Sure. Хочешь горчицу? Yeah. Окей. Сейчас все полетит. Oh, you're welcome to anything. Oh, you're so sweet. Thank you. Yeah, and you confirmed all that stuff on the safe report, that's all I really needed. Okay.
up any of the visual documents while he's eating? Not yet. We'll do it at the Okay. yeah. I'm gonna make the restroom all the way back.
Все, папуля. Наелся? Спасибо. Давай. Давай я тебя уберу. Нет, все нормально. Надо встать. У тебя там между ног. Вытери. Все. Окей. И у рта вытри. Улыбнись. Улыбнись. У тебя между зубами. Вытри. Вытри между зубами. Покажи. 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 Давай, покажи. Улыбнись. Все застряло. Опять. Давай, еще улыбнись. Это возьми в рот. Окей, давай еще улыбнись. Окей, еще улыбнись. Окей, хорошо, вытри рот, пожалуйста. Okay, sorry. I can keep going. I just wanted to make sure he didn't have like a blood sugar crisis. Do you think he needs to happen again, or do you think he's okay? Тебе туалет еще нужен? Нет. Нет? Улыбнись. Окей, нормально. Окей, yeah, we're good. Хорошо, я рада, что вы покушали. Спасибо. Sorry, I'm so sorry. No, You just have to manage the diabetes. I'm just glad that you are proactive about it. You know, because I don't feel like I necessarily know all of the Yeah, a blood interviewees' sugar needs. crash can imitate a stroke, Yeah. so it can be very scary. if it Mm-hmm. happens. No, so I'm glad. Хорошо. Так вы готовы? Хорошо. Так вы когда вернулись обратно в Гомель, вы помните, когда вы узнали, что случилось с евреями Гомеля, которые там остались? Ну, вы же должны понимать, что никаких действий властей не доносилось до населения, как я здесь уже понял. Никто ничего не знал, кто где, кто уехал, кто приехал, потому что мне было всего 12 лет, поэтому я мог только контактировать со своими сверстниками. Сверстники тоже ничего не знали. Поэтому это я все узнал уже здесь, в Америке. Что были гетто, что были все убиты. Юденфрей. Так что в 12-летнем возрасте я не помню ничего.
А вы помните, что говорили про войну, например, в школе? Что вас учили? В школе я только помню, что искали, кто еврей. Там бы отмечалась национальность. Но в Беларуси это не очень чувствовалось. Но я точно знал, что я уже еврей. Поэтому никаких сомнений уже не было. Я помню, что я очень переживал. Даже мой дядя, который вернулся, он мне рассказывал, он был заведовал кадрами на какой-то швейной фабрике. И к нему пришла девочка, начала плакать и сказала, что она не хочет быть еврейкой. Что мог с дядей сказать? Он сказать, придется терпеть тебе. Не было. Ну, здесь я уже узнал, что многие актеры, они уходили от этого вопроса. Например, певцы, это самое, Долина, у нее было еврейское чистое имя. Потом даже этот, как его, ну, очень многие актеры, они уходили. Сологуб, например. Только это самое. Некоторые придерживались своей национальности, а многие старались уходить. Поэтому я очень хорошо понял, что из концлагеря надо бежать. Я здесь уже понял, что все эти арабские восстания, все эти антисемитские дела, все начинал русское государство советское. Снабжали Египет, потом это все прощалось, многомиллиардные займы, они все прощались за счет населения. До войны все это обучалось, все террористы обучались в Краснодарском крае, там были специальные лагеря, палестинское национальное освободительное движение. Все это обучалось, и все это сейчас аукается на примере Израиля. Даже вот недавние погромы, не погромы, искали евреев, даже в Махачкале искали евреев в турбинах самолетов. Так что все идет с могучего Великого Советского Союза. Они все это начинали после войны. И вы, когда учились в школе в Гомеле, вы помните, что вас как-то что как-то зналось, что вы еврей, что другие дети знали, или как-то к этому реагировали? Все было открыто. Были журналы специальные, там национальность стояла. Так что даже когда в Италии, когда все, которые должны были лететь в Америку, они проходили собеседование у консула, американского консула в Италии. И все должны были писать почему уехал из Советского Союза. Я помню, я написал, что я себя всегда чувствовал человеком второго сорта в России, поэтому уехал. А у Наташи он написал, я помню, я смотрел, что он там пишет. Он написал «The Child». Консул написал. А у каждого, у меня, у Наташиной мамы, он потребовал, чтобы написали причину, почему
почему ты хочешь приехать в Америку. Здесь я уже ни разу не чувствовал, никогда не чувствовал, что я еврей. А там сколько лет учебы вы прошли? Сколько лет учебы вы закончили в Гомеле после войны? Ну, в России я закончил в Минске, или в Ростове я закончил институт сельскохозяйственного машиностроения. Там был такой институт. И вы помните, что были какие-то проблемы или трудности с поступлением в институт из-за того, что вы были евреем? Нет, это был обычно институт, там не было конкурса никакого. Но в быту я все время чувствовал. Я не сильно выражен внешне еврей, поэтому многие ошибались. Но я в глубине души все время чувствовал, что я должен уехать. Потому что вот даже сейчас, сколько уже прошло времени, и сейчас во Франции прорумы, везде, в Махачкале, так что новая волна. Антисемиты есть антисемиты. Они везде вряд ли исчезнут. А вы помните после войны, когда вы вернулись в Гомель, что были года голода? Голода? Не, настоящий голод был только в Сибири, а уже в этом. Потому что мама работала на этом пароходстве, там не было голода, там, по крайней мере, только жилищных условий не было, а еда была после войны. Жилищные условия, все во дворе, все удобства во дворе, вода, все, никаких удобств. У меня голос плохой, да? Нет, я вас слышу. Микрофон вас тоже слышит. Нет. И вы помните каких-нибудь еще евреев в Гомеле после войны, людей, которые вернулись, и вы знали, что это евреи? Какой вопрос? Когда вы вернулись в Гомель, и там уже росли, когда вы уже были подростком, Да. вы помните в Гомеле евреев, людей, которые, может быть, тоже вернулись, как и вы? Люди, которые вы знали, что эти люди тоже евреи? Ну, я только знал по своей улице. Я помню, что были еврейские подростки, которые очень сильно воспринимали, если их называли на улице, они сразу кидались в физическую драку. Были такие, но я был тихий. Я никогда не лез в драку, потому что не было такой силы, потому что в детстве ничего не получал. Поэтому я был тихий ребенок. Все это выросло потом, потому что я 5 лет работал. Были такие поезда специальные, которые немецкие поезда, рефрижераторные, которые могли перевозить продукты. Назывались рефрижераторное депо, было такое, станция Тихорецкая, под Армавиром, на юг от Ростова. Вот так я там устроился работать. Прошел курсы 4-месячным механиком, потому что там можно было
заработать деньги. Вот там уже почувствовал. И как вы это почувствовали? При мне были разговоры, я не похож сильно. Поэтому меня не принимали сразу за еврея, поэтому среди местного населения там много было из казаков, там были, из станиц кругом. Вот у них была ненависть к евреям. Ну и в Ростове тоже были. Я помню, я какое-то время работал на Россельмаше. Там был парень, который там диспетчер делал. Они на весь цех кричали: еврей, включи там, выключи. Все время было одно, что же еврей. Хотя там из станиц работали, они, знаете, комбайны были покрашены краской. Я однажды после ночной смены шел, и комбайн был как инвалид. Он перекатывался с колесом, и сыпались гайки отсюда. Я думал, как это может с комбайна новенького сыпаться краски, эти дюкойки сыпаться, эти самые шаи. Оказывается, потом я подсмотрел, там стоит такое длинное на резьбе винт, его нужно накручивать, гайку накручивать. Это же долго надо было накручивать, да, какой-то ключом. А он брал приспособление делали, вот так вот на гайку поставить и туда молотком. И она через резьбу все садилась на место, он ее краской залепливал. Так что я увидел это все, как это все. Потому что подняли нормы, а люди, чтобы заработать, они должны были быстро делать, так они все эти длинные резьбу этими самыми инструментами прогоняли гайку. Ужас. А вы помните, как вы узнали про смерть вашего отца? Как вы узнали, что он погиб или потерян? Ну, в воинских частях там после боя, например, когда он уже на отдыхе, там, кто уцелел, там списки были. И потом каждый командир там взвода, роты, он должен был писать, должен был уведомлять семью, потому что там были списки, кто откуда. И вот приходили такие похоронки, как назывались, и написано было там: пропал без вести или погиб при исполнении воинской обязанности. Крики были на всю деревню. Это было, когда вы в Урале еще жили, На Урале, да? Туда пришла. И там, так как пропал без вести, то семьям не давали очень ограниченно. Моя мама, например, на месячную только давали, там, я помню, $240, могла купить только 2 буханки хлеба на месяц. Так что был голод настоящий. И вы помните, когда вы уже были в Гомеле, это в котором году вы уехали в Ростов учиться? В Ростов? Да, в Ростов. Когда вы поехали туда учиться? Ну, это был, по-моему, 61 год. Да, 61 год. Давно было. И до этого, до 61-го вы все еще, вы жили в Гомеле, да? Вы никуда не переезжали? Нет, я женился, я из Ростова, я
уехал в Минск. Там женился на Наташиной маме. Она в Минске, когда мы решили уехать уже в Америку, так мы уже приехали в 80-м году. И она получила рак пищевода, она умерла в этом самом 2014 году. 9 лет назад. И она была вашей единственной супругой? Или вы были женаты после или до ее? Это была вторая жена. Она была ваша вторая жена. Наташина мама. Да. А ваша первая жена, когда вы ее встретили? Но это я приезжал, у меня товарищ был в Гомеле, так там я встретил. Но был короткий брак. А потом я уже уехал в Америку. А вы помните что-нибудь про смерть Сталина, когда Сталин умер в 1953 году? Вы помните это событие? Я был в Москве тогда, в 10 классе. Было такое, были такие училища для подростков. Был в Сокольниках, было Московское училище. Там я заканчивал 10 класс. Это был 53 год, да. Потому что я приехал в 51 году, а потом был уже Сталин умер. Но я не ходил на его похороны. Просто так как я был уже в училище, я не мог ходить. Но я помню, что очень переживали все. Отец народа умер. Хорошо, так сначала вы учились в Гомеле, потом вы учились какое-то время в Москве, да? И потом... 10 класс. В 10 классе. А потом, после Москвы вы вернулись в Гомель, да? Не, после Москвы уже я попал. Это было артиллерийское подразделение училище. И я попал в Калининградское военное училище 2 года. И там выпустили лейтенантов. Я попал сначала в это самое. Был Ворошиловград после этого. С Ворошиловграда было тогда, в 1956 году было сокращение армии было. И я с Ворошиловграда, сейчас он Луганск называется, и я тогда попал в Среднюю Азию. Там я был, по-моему, 2 года, но я воспользовался тем, что было сокращение его, ушел из армии и попал в Ростов уже тогда. Поехал, мама там жила. А вы помните, что после смерти Сталина вы как-то узнали про ГУЛАГи или возвращались зеки из ГУЛАГов? Мне в России, в Ростове дали почитать книгу вот про Солженицына. Сказали, что могут посадить, поэтому дали мне на 1 ночь. И из этой книги я узнал про ГУЛАГи и все. Потом, это была копия книги Солженицына. «Архипелаг ГУЛАГ» называлась. Потом я там же прочитал «1 день
Ивана Денисовича. Это вторая книга Солженицына. Там я узнал. Я сначала не поверил, что так могло быть, а потом из книги узнал все. И что вы знали про Израиль, когда вы жили в Советском Союзе? Вы слышали, например, про войны в Израиле, напады арабских стран на Израиль? Я только помню по реакции окружающих, когда показывали по телевизору, показывали, что маленький Израиль, он захватил очень много территорий, там Синайскую пустыню, стал втройне расширен. И все кругом возмущались, как это так, что помогали Египту, там вооружали, а Израиль всех разгромил и стал уже настолько... Потом он, конечно, отдал Синайский полуостров Египту. И сейчас там курортная зона такая. При Израиле построено все. Также хотят в Газе сделать Синайский Сингапур. Говорят, если бы не было, если бы эти все хамасовцы, эти деньги, которые им давали 20 лет, они могли бы сделать Сингапур. Может, сейчас и сделают. Но тогда было только... Мне было невероятный прилив восторга, что Израиль разгромил всех и захватил столько земель. Никто не мог поверить. А вы помните, что когда вы уже были взрослыми, вы рассказывали, что вы, например, читали «Архипелаг ГУЛАГ». Вы помните, что кто-то так тихо как-то соблюдал религию, что кто-то что была какая-нибудь еврейская община где-то, или в Гомеле, в Москве, в Ростове. Вы когда-нибудь видели какую-то еврейскую общину? Видел, да. В Гомеле была. Вернее, не в Гомеле, а была. Это уже в Минске было, там была. Я не помню, был. Я ходил на синагогу, там была одна синагога, и был полковник, я забыл, он ходил все время в папахе, такая барашковая папаха была у него. И вот он поздравлял отказников всех. Вот это я помню. Начало, а потом. И там же я решил уехать из Минска. И что вас подтолкнуло решить уехать? Ну, меня раньше подтолкнуло, что когда я работал в системе железных дорог, механиком я там был, я пошел из-за того, что там можно было деньги заработать в то время. И я видел, что делается в Советском Союзе, как, например, я видел, что мы заехали с Могилевского мясокомбината, привезли груз говядины в Москву, да. А потом я вышел на платформу по дороге. Я знал, что нигде нет мяса. Было перебои. Мы заехали в Москву и вышел на рампу. И там висят суши, туши висят, половина туши. Висят прямо на открытом воздухе, уже черные. И я спросил, почему они висят, нету места в этой морозильной камере. И
мне там рассказали, что один охранник позвонил в обком партии там, что такие делаются беспорядки на этом. Они сказали, что хорошо, спасибо, разберемся. Потом они позвонили директору этого мясокомбината и сказали, у тебя работает охранник такой-то, он же, который позвонил. Он сказал, да. Говорит, выгони его. Они его выгнали. Потом никто уже никуда не звонил, потому что бесполезно было. Это вот так-то. В стране было голод, не хватало продуктов, мяса не хватало. Они выбрасывали это мясо на свалку. Вот такая была власть там такая была. Поэтому у меня сложилось уже мнение, из многих я видел все это, как делается, так я уже решил, что в этой стране я не буду. И самое большое, что я еврей был, поэтому мне там не место. Из концлагеря надо убегать. Из любого, если сможешь, так надо убегать. Вот это такое было, у меня было мнение такое, а как оказалось, все правильно. И особенно ради Наташи, я не хотел, чтобы она там оставалась. А Наташина мама говорила, отдайте Наташу нам, а вы предатели, уезжаете. Она нас назвала предатели, потому что такая была обстановка, что каждый, кто хотел уехать из Советского Союза, это предатель. Оказалось, не предатель, а более умный, чем те, которые называли предателями. Сейчас они там мечтают об Америке, а как в России говорят, накось выкусь, локоть не укусишь. Так что надо было решиться. У меня от страха зуб на зуб я попадал, что я уезжал. У меня была язва желудка. Я уехал с язвой. Ходил к врачу. Я говорил, у меня болит живот. Она говорила мне, белорусский врач, белорусская. Она говорила, что это на нервной почве, что я притворяюсь. А когда приехал в Сент-Луис, сделали снимок, оказалось, что язва. А вы когда-нибудь были членом партии? Мне говорили, чтобы я был членом партии. Я отвечал, что я еще не дорос до этого. Не дорос. Отстали от меня. А вы помните, если ваш папа был членом партии? Не помню. И когда вы встретили Наташину маму? В Минске. Вы помните, в котором году? Где-то 60-й год. А она была тоже еврейкой? Да. Чистокровная. Как ее звали? Алла. И она откуда была? Она из Сум. Она в Минске училась. И О покойниках либо говорят хорошо, либо ничего не говорят. Я ничего не говорю. когда вы поженились? Но это было в 60-м году. Наташа родилась в 64-м, 74-м. И вы говорили про синагогу в Минске. Вы сколько раз туда ходили? Но я на службу не ходил. Я просто ходил
чтобы созреть. Поэтому там было... Я просто на работе. У меня были с кем я работал, там было несколько евреев. Я от них узнавал все. Кто в Израиль уехал, кто в Америку. И я думал, куда же мне уехать. Потому что даже в те времена, когда поезд прибывал в Вену, значит, выстраивали всех прибывших и спросили, кто в Израиль налево, кто другие страны направо. Вот. И говорили, что вы еще пожалеете, если вы не поедете в Израиль. Но я все равно пошел направо в Америку. И чего? Не в Израиль. Потому что я решил, что страна маленькая, там много бюрократии. Так как я пострадал от того, что у меня не стало отца, там, с меня хватит страданий, чтобы еще получить дополнительные страдания в Израиле. Так я лучше пойду в другую страну, которая мощная. И я выбрал Америку. Оказалось правильно. В те времена можно было ехать в Канаду, Новую Зеландию, в Америку и в Израиль. 4 страны принимали. Это был 80-й год. И какой был процесс иммиграции? Как вы это все начали? Как долго это все заняло? Ну, это было... Сначала была Вена поездом. Там немного, где-то полмесяца или 18 дней. А потом всех прибывших перевозили в Италию. И там было уже ждали консулата решения, консула американского, кто куда поедет. Такие были времена тогда, в 1980 году. Вы хорошо меня слышите? Да, прекрасно, прекрасно. И когда вы приехали в Америку, вы куда? В который город вы попали? Попали, у нас были знакомые, они уехали раньше нас. Мы в Минске с ними познакомились. Они уехали раньше нас, попали в Сент-Луис. Ну и единственные знакомые, у них мама была учитель английского языка. Поэтому, в Нью-Йорке мы там спрашивали, куда хотите поехать. В Нью-Йорке никого не было. Так мы поехали к знакомым в Сент-Луис, Миссури. Там 2 года были. А оттуда у меня уже там познакомился с другими русскоязычными. И переехали в Лос-Анджелес. И чем вы занимались, как вы работали в Америке в самом начале? Ну, я понял, что если работать у русскоговорящих, там мало заработаешь. Вот. Так я решил, что у меня лучше всего устроиться на такси. И потому что такси ты равноценны, там работают и американцы, и все в одинаковых условиях. То, что на счетчике, то ты и получаешь. Это все твое. Ну вот я на такси работал. Owner Operator называлось. В Лос-Анджелесе.
А ваша жена? Ну и так как Наташа была маленькая, я ее привез, ей было 5,5 лет. А в то время такси было очень хорошо, плата была. Но я не водил машину в России, но здесь пришлось. Ну вот, Наташа выучил. Мама ей говорила, что хорошо быть и будешь ресепшенист. Но она хотела учиться, так я сказал, что будешь учиться. Я ее выучил фактически. Ну и вот в Лос-Анджелесе у меня был строк и инфаркт. Так я уже решил приехать сюда к ней, чтобы вместе быть. А у вас, кроме Наташи, есть другие дети или были когда-нибудь другие дети? Нет, не было. Только Наташа. Может, где-то были, но я не знаю. А та семья дяди Израиля, его две дочки, которые в Нью-Йорк приехали, вы знаете, когда они приехали? Что? Ваша дядя Израиль, тот, который был с вами в Урале, его дочери, которые попали в Нью-Йорк, когда они туда приехали, вы знаете? Нет, как-то связи не было. Они сейчас в Нью-Йорке. И с религиозной жизнью, вы когда приехали в Америку, у вас был какой-нибудь интерес к еврейской религии? Ну, интереса не было такого твердого, потому что весь интерес закладывается с детства. Если водят за ручку в синагогу, там маленьких детей, они привыкают петь хором, разбираться, читать эту Тору. Вот, так как у меня этого ничего не было, я приехал в Америку, мне было 48, поэтому все было незнакомо, ни пения, ничего, ни чтения, ни языка. Поэтому у меня было все начисто отбито советской властью. Поэтому я вынужден был работать, потому что надо было выучить Наташу, так я работал. И она, благодаря этому, она получила образование, поэтому не доходило у меня, как говорят в России, руки не доходили до синагоги. И я бы хотел, но я вынужден был работать. А вы когда-нибудь возвращались в бывший Советский Союз? Нет, я категорически против. Я поехал, я был на Гавайях 3 раза вместо Советского Союза. Там намного лучше, чем в Советском Союзе. А ваша сестра, она осталась там? Нет, я ее вызвал сюда. Она сейчас живет в Лос-Анджелесе. Когда, после вас, когда она приехала? Они приехали в 91 году. Она вместе с сыном, у нее 2 детей. А муж был шахтером, он погиб при взрыве на шахте. Там был не взрыв, а там было, так сказать, там одна смена уходит, но прежде всего они должны подорвать пласт угля, чтобы следующая смена уже начала его вытаскивать на конвейере наверх. И
надо было сделать так, чтобы вот это при взрыве, чтобы не натянуло на людей. Но это нужно было почти на шахте, там, другим путем окружным. И его рабочие уговорили, чтобы спрятаться там где-то, чтобы вентиляторы вытянули дым. И вот от этого дыма он погиб. Ночью сердце отказало. Все попали в больницу. Так что, ну, сейчас ее дети в Лос-Анджелесе. А вы, когда уже начали узнавать про Холокост, про то, что случилось с евреями во время Второй мировой войны, когда вы это начали уже понимать, узнавать? Я из Минска, я вместе с Наташиной мамой поехали мы в Польшу. Ну, сделали, так сказать, как бы фальшивых родственников, поэтому нас отпустили. И мы из Белостока поехали там в Краков. От Кракова идет автобус 60 километров до Освенцима. И мы поехали в Освенцим туда. Видели эти вот... Там остались бараки. Там сейчас, так сказать, под эгидой ЮНЕСКО там музей сейчас Холокоста. Там, это знаменитая надпись «Arbeit macht frei». Вот там сейчас она, эта надпись. И мы туда зашли, пошли в музей. Наташе было 1,5 года. И когда я туда пришел, там были ящики с очками, там, с костылями, потом был ящик, стеклянный ящик до пояса, был с детской обувью. Я видел эту детскую обувь, я сравнил с Наташиной ногой, ножкой. И я уже после этого не мог смотреть. А потом мы пешком прошли до следующего лагеря, 3 километра там. Называлось Ошве. Да. Следующий лагерь, там бараки сохранились. И там даже сохранилась одна печь, которая... Было 4 печи, потом 3 разрушили, самые восставшие узники. А одна сохранилась как музейная редкость. И там была тележка, куда ложили трупы, засовывали в печь, там сжигали. Там сейчас есть это. Поэтому у меня было полностью представление, что там творилось. И что вас туда потянуло? Просто историю узнать. Там даже были группы из немецких туристов, кто ездит смотреть. А когда вы жили в Минске, было какое-нибудь понимание того, что случилось в Минске с евреями Минска? Вы знали каких-нибудь бывших узников гетто или что-нибудь такое? Там литературы не было никакой. Все, что там творилось при оккупации, я узнал из Ютуба уже здесь, в Америке. И продолжаю узнавать. Все есть, все сейчас в доступе. Хочешь узнать, включи телефон, телефон, и там все получишь, всю информацию, что было и что теперь сейчас. А как вы думаете, на вас повлияло это время войны? Ну, на то, как вы выросли, на то, кто вы, как повлияли эти годы войны на вас? Ну, я ж тогда не осознавал
четко, потому что все это не было никакой информации. Единственное, я знал, что после лет жизни я знал, что это концлагерь, надо уезжать. И те еврейские населения, которые я знал, многие думали так же, поэтому я решил, что мне там не место. Достаточно, что мой отец погиб там. Больше мне не надо было ничего от этой страны. И как повлияло на вас то, что, например, то, что вы не знали, что случилось там, на земле Беларуси с евреями, как вы думаете, на вас это повлияло? Ну, Беларусь потеряла четверть населения. До войны было 8 миллионов, а потом 2 миллиона исчезло. А всего во время войны была перепись населения, довоенная и послевоенная. Значит, довоенная была там столько-то миллионов, а после войны оказалось мужского населения. Перепись сделали до войны, после войны сделали другую перепись. Разница получилась 16 миллионов. То есть в основном мужчины погибли. Это было уже 16 миллионов. 4,5 миллиона было убито на оккупированной территории. Так что официально 20,5 миллионов потерял Советский Союз, потерял население. Это официальные цифры. Потому что перепись населения, что было, то было. Это никуда не денешь. Это уже наш последний вопрос. Я хотела спросить, у вас есть какое-то желание на будущее, что что-нибудь, какая-нибудь идея, что-то последнее, что вы можете сказать для будущих поколений, для студентов, которые, может быть, будут смотреть вашу тестимонию? Ну, пожелание, так сказать, я не великий ученый, вообще не ученый, поэтому мое пожелание, чтобы была демократия. Потому что демократия – это основа мира, основа благополучия на земле. Поэтому, если хотите беречь мир, берегите демократию. Вот это мое пожелание. Спасибо большое, Михаил, за ваше свидетельство. We can do the photos and all of the things that you brought. Сейчас мы поставим на эту табличку фотографии, и я у вас спрошу вопросы про фотографии. Кто там, что и так далее. И тогда вы мне расскажете. Фотографии чего? Наташа привезла с собой фотографии. Наверное, семейные, да? Вам, может быть, надо попить или что-нибудь, если надо, в туалет. Это просто они сейчас будут это ставить. Так у нас есть момент, если вам надо встать или... Да, в туалет мне надо. Natasha, he needs to go use the restroom. Can you grab his... Oh, he needs the restroom. Okay. Когда вы вернетесь, то мы поговорим про фотографии, обсудим фотографии. Can you take them? And then... Well, I need to do the photos. Yeah. Do you mind if I? Okay. Она с тобой пойдет. I'm not quite sure. Do you want to help me pick out? Sure. Okay, so
cousins who came and stayed with us last winter and stole a bunch of his photos. Oh. Yeah. So, not sure. That's part of his. That's his sister. Okay. They're estranged, but that's me. I don't know if you want. Yeah, no, that would be great. Oh, and I forgot, we should introduce you as well, if you want to do that. Sure, Okay. yeah. Because that's often, it's just my last survivor didn't have children, or his son didn't, his wife brought him, so. His what? His wife had brought him, not his son, and it's usually, if they want to introduce a child, it's like, it's usually their child, it's not usually their spouse that they want to introduce, Yeah. so. Okay. I might need to look. Okay. Like, It's hard to see in here. Is it possible to turn on the Yeah, light? that's good. And they, like, from the PIQ, from what I understood, did your parents end up divorcing in the US? my parents, yeah. Okay. Okay. Okay, this is like his oldest. Olive Park. He's from 1933. Ooh. That's from my mom's side. These are some of the. So do you think he will know all of these photos, or do you think you might need to talk about them? He may have taken them. I'm just thinking, like, should I introduce you with him, and then you can both speak about the photos? I think he can probably speak about them better than I can. Because he took some of these. So these are him. I don't know, he used to do a lot of like camping and stuff. So I don't know if you need all these or if you want to pick one. He and his sister lived anywhere together. Sorry, these are not better organized. This is his Red Cross Okay. document about his father's death. My understanding. Yeah, there was a whole packet of pictures that disappeared after my cousin's visit. I was extremely upset with them, but what are you gonna do? Yeah. And after they divorced, were you guys close, or did you end up living with your mom? I live with my mom, but my dad and I have always been close. Mm. This is his mom. Oh, when I was great. little. It's funny, she looks a bit like he does now. You what? She looks a little bit like he does now. You know, you can see the Yeah. older person resemblance. Exactly. That's my half sister and my cousin from my mom's side. But So did your mom already have a child? Because I know that you said that he had a yeah, stepdaughter. she already had. This is his niece from his. That would be hard to. Some of these are starting to fade really badly. And I don't know who a lot of these people are. These are just like interesting scenes from Soviet Union days. Soviet days. See, like the red. This is his sister and niece and nephew, but they're all estranged.
meet like one or two of his sister, maybe? Not a ton, because I don't Yeah, want to. I don't want to trigger. Mhm. I don't know. I think probably. If there's They're more anything historic. older, then. This is my dad. I don't know how old he was when I was. I'm sure. There's a lot of like random pictures of people that I don't have any idea who they are. Папа. Ну, вы хотите посмотреть, что мы выбираем, или Наташа просто смотрит, какие есть фотографии, которые постарше, семейные какие-нибудь. Ты знаешь кое-кого? Я. Это кто? А это есть приятель. Это что? Приятель. А, приятель. I wasn't sure how many we were allowed, so I just grabbed a bunch. Ты хочешь, выбирай, какие тебе нравится использовать, папа? Ну, потом. И чего-то, что я выбрала. Наташа вот это вот все выбрала, пока что то, что она отложила. Посмотри. Отбирай, если что-то не хочешь, ты можешь забрать. Это моя мама. Мгм. It's so Russian. So great. This is a very old one. Вот это ты, правильно? Вот это ты? Да, это я. А это был приятель из 9 класса. Его брат был на Черкассе, когда был студент. И к нему пришли, чтобы его брат контролировал. Его брат сделал такой шаг. Здесь явно было ставить на ноги пальцы. Поэтому он избежал. Избежал, потому что идти Это самая старенькая фотография. мама написала. 2004 год. Это он? Нет. Это ты, это ты, правильно? Да, не вот это мой папа. А, хорошо, папу положим. Точно. Папа. Это папа? Да, там написано 42-й. Мой дедушка. А, именно. А этот из армии? Да. А это кто? Это что? Не помню. Не помню. А кто здесь? А это вот моя одна сестра, которая ехала сейчас. Neda, even. Oh, that's his cousin. А это? Это ты? В каком году? А ты себя узнаешь? Это в армии? Да, это
Такая, даже я еле You вижу. need like a, Yeah, вот оно, magnifying glass. правильно. Мгм. Look at these old military, это приятели. Мгм. Эти Okay, приятели do we need именно these? положены. Okay, these are not, right? Мгм. А это ты здесь? Да. Те очень мелкие, их будет трудно снять. Мгм. потому что- А это, maybe this one is better. Нет, это ваша издание? Да? Что? Сколько не видит. Но это, может быть, давайте лучше это возьмем. Да, Ты здесь? И вот это, да. Я тоже был здесь, потому что Ты здесь? мне нужен магнифайер. Anybody have a magnifying glass? А это ты? Я знаю. I do at home. Yeah, I think this one's just a group of, it seems like a group of friends in 1953, and it has their names and everything. Это But кто? это кто? точно как оно. Моя девушка. Wow, I'm learning stuff today. Это девушка? Wow, look at that. А это? Это папа. Папин брат, this is his uncle. Yeah, no, I'll be Yeah, you can see the resemblance. Это ваша издание, да? Oh, is this like an This is him. Okay, okay. Do we just hit it off? Yeah. Probably. I just have Или, может быть, если Yeah, это вы, if да? everybody shoots a couple Да, hours, people are тогда gonna kind of возьмем эту. hopefully I'll Это finish it самое, first time, so that'll be off my ну, list. конечно. Все время делать, да? See? Такой симпатичный. He was very handsome. There's a lot of photos of ladies in here that I Ladies don't know who photos. they are. Yeah. That won't I tell mean, me. it's not broadcast. Is this? Yeah, no, it'll be fine. Это ты? Okay, yeah. That is one. Да, это я. Кто? Это? Да. Это ты. А здесь? Ну, мы разобьемся. Let me just finish. I think those were the main ones. Okay. 49. Я 49. Да, должно быть на 40. Ми. По-английски. Ми. Мгм. 49. 49. Хорошо. Я здесь. Окей, тогда давайте, наверное, начнем с самыми старенькими или, может быть, семейными фотографиями. Ну, как бабушки. I can't tell either. It could be this, but I'm not sure. Let's just skip that one, since we're not sure. Here's, I guess since we don't know where this one is, we'll probably just skip it. Okay. And then after that, the last four you can do of your mom and your grandmother. Okay. We'll have you show them the third And one. then these were gonna skip. These are his sisters. Or, this is his mom, so let's put his sister with his mom.
There we go. And this will Yeah. be just him. Okay. Теперь у меня будет доска ваших фотографий. Так, первая у нас это та, которая 33-го года. Потом у нас 37-го года. 49-го. Из армии. Та, которая с двоюродной сестрой. И это, наверное, из 70-х годов, да? Или? Наверное. Хорошо. Хорошо, тогда я сейчас у вас про эти спрошу. Okay. Right. Can you see them? Yeah, no, I'm zooming in on it. All the way back. Actually, there's a little glare Mhm. right on the top of this one, so I'm gonna see if I can tilt it just a little bit. Try to bounce that out. Let's see if that helped. Yep. Okay, great. Хорошо, Михаил. Расскажите мне, пожалуйста, про первую фотографию. Которого это года и кто там? Это 33-й год. Мне один год. И это было, когда вы уже переехали в Гомель? Ну, в один год я же не могу вспомнить, когда я приехал и куда я приехал. А вторая фотография? Вторая фотография довоенная. Да, там на другой стороне написано 37-й год. Да, Так мне это уже в Гомеле, да? 5 лет. А третья фотография? Третья, это я уже подросток. Это та, которая с 49-го года, насколько там написано. Да. Сколько вам было в 49-м году? 49 минус 32. 17. А четвертая? Четвертый это я выпускник Калининградского минометно-артиллерийского училища. Это уже мне было 20 лет. Да, 18 школу закончил, 10 класс и 2 года, значит, 20 лет. Хорошо. А пятая фотография? Пятая фотография это уже это в Минске. И там вы и кто еще? Рядом со мной моя cousin, двоюродная сестра. Хорошо. И последняя фотография? Я не вижу. Это маленькая, по-моему, это там вы, да? Да, это я. Это, наверное, все еще при Советском Союзе, до вашей эмиграции в Америку. Да, до миграции, правильно. Хорошо. Okay, we're gonna do our last board. Okay. And then I remembered that it would be good to introduce Natasha with him. Yes. Because I think that's the way that works in the testimonies is that it ends up being the segment that precludes the photos once they, cut it. Right, okay. Okay, so this is the fragile ones. Mindful of that one. I ended up skipping these guys, but then I'll do these now. Okay. So funny, these soda dolls, like, I know. I was born in 89 and I had those same dolls. Where were you born? In Keynes. In Pinsk. Alright. And then Minsk and Pinsk. I was registered in Minsk because my parents were at university in Minsk. But then I
as soon as they finished university, they moved to Brest. So that's really where I grew up. But like my grandparents and stuff were in Pink. So those are my two places. Oh, wow. Хорошо, так я буду ставить сейчас фотографии. Я буду ставить вот эту вот. Это ваша мама И Наташа. Наташа. Так, она будет у нас первая фотография. Потом я поставлю... Это ваша сестра, да? Да. Это 56-й год, ей 18 лет. Так я просто говорю вам, имейте в виду, когда я вам у вас спрошу. Потом это ваша бывшая жена, да? Это Наташина мама или кто это? Наташа мама. Ага. Так она будет следующая. И маленькая Наташа. Наташа, да. Хорошо. У меня еще тут снова малютка Наташа. 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 И последняя. Это Наташа мама, это Наташа. Мгм. Наташа. Наташа, она родная сестра по Ага. матери. Ага, хорошо. Окей. Хорошо, Михаил, расскажите мне про первую фотографию. Это моя мама и Наташа. Не знаю, какой возраст, но маленькая. А вторая фотография? Та фотография моя сестра. Да, и там было написано 56-й год на другой стороне, и ей 18 лет в этой Да, фотографии. на 38 года. Мгм. А следующая фотография, третья. Наташина мама. Наташина мама. А потом четвертая фотография и пятая Это все Наташа. Наташа. И последняя фотография. Кто там на последней фотографии? Наташина мама. И ее девочки. Ее девочки. Хорошо, спасибо. Сейчас я уберу эти фотографии. И последнее, что мы сделаем, мы сейчас уберем фотографии, и в последнем кадре мы приведем Наташу сюда, и вы можете ее представить, что это ваша дочь и так далее. The only thing is we'll need, I think it's not interviewee release, but there's another release in there. The what? A release in there that, because you appear on camera, you'll need to sign it. Oh, I already signed it. Oh, you already Yep. got it? Yep. Good. Good, good, good. All right. And then Bonnie, please don't let me forget to sign my own release. Oh, right. 'Cause Okay, yes. I could forget. Okay, yes. Natasha, would you be comfortable if I ask you, because sometimes when you introduce children, sometimes they're asked like how their parents' experience has shaped their lives or something like that? Yeah, let me think about it for a second. Should I sit on the edge of his chair or just That would be stand? good if that's okay for you. Let's Yeah, just that's fine. How Yeah, does you it- just want to kind of stand behind him. Actually, Yeah, that'd that's be fine. better. behind him. Okay. Yeah. That same side would be perfect. This side or that side? You want that Over side. there. Do you want me now or later? Sure, Oh, okay. if you're ready. All right. You can come forward a little bit more. Oh, okay. Yeah, like right there. Okay. Наконец-то до тебя добрались. Да. Okay, just let me know when you're ready. Whenever you're ready. Хорошо, Михаил, кто здесь с вами? Моя родная дочь. И как ее зовут? Ее зовут Наташа. Наташа, и как повлияло на вас ваши воспоминания отца и то, что он прожил? Как это на вас влияет, на вашу жизнь?
Мне немножко тяжелее на русском языке, но я Вы можете могу сказать постараться по-английски. по-английски. I would say just, there is such a thing as generational trauma. So I think that the question was how it affected me. I would just say that, I grew up always hearing the stories of how my dad grew up and always being reminded to be grateful, because it was really hard to compare any complaint with, well, I spent, years in Siberia with no shoes and couldn't go to school. So there was no childhood complaint that could measure up to Siberia. And just, hearing about his losses and his traumas during the war. And then I would say, there's such a thing as the splitting of families. Just this idea that, we had a grandfather, he had a grandfather who was quite religious. None of that was passed down. And then just how much of the family scattered, whether during the war or as a result of being Jewish through immigration, and just kind of being at a place in my life now where my dad is 91, my mom is gone, and there just isn't much family that I know about. And so this kind of idea of telling his story, so that lives on as a message to others about how traumatic it is for families and through the generations of everything that we lose. And all the family that I know is in the, whether is gone because they were murdered or scattered throughout the world to try to save their lives, that I would love to connect with if they ever see this, just because there's not much family left that either we have or that we know about. So I think that Dad's experience has shaped my life greatly. And that's the long answer to your question. And sorry for the tears. No, it's wonderful. Thank you so much, Natasha. Yeah, this is extremely important and meaningful. Thank you. Спасибо огромное, Михаил. Спасибо большое за вашу тестимонию. Спасибо вам всем. Thanks. Thank you. All team. Thank you to everyone who's involved in this. Okay. Thanks. I think that's a wrap. You're doing great job. Yeah, you guys